Представители знака зодиака Овен. Здравствуйте, мои дорогие Овны. Таро прогноз, гороскоп, ретроградный Уран с 28 августа по 31 декабря. Как изменится моя жизнь, будет вам помогать. Если вы проанализируете период вашей жизни с 22 января по 18 августа, может быть, днями раньше, днями позже, потому что именно вот этот период, когда Уран был уже в Тельце, и происходили, может быть, в вашей жизни какие-то перемены, может быть, и ломка шаблона, могли быть какие-то совершенно из ряда вон неожиданности, но это все было как будто неспроста. И вот теперь к нам приходит тот период ретроградности, когда нас словно некоторые события нашей жизни могут возвращать к тому, что уже было. Нас побуждают словно приветствовать какие-то перемены. И Уран – это неожиданности, как и сами по себе, но это еще и понятие свободы и нестандартных каких-то действий. И нас возвращают к прошлому не для того, чтобы мы словно остались там или застряли. Здесь все совсем наоборот. Уран нас учит плыть по течению. Уран нас заставляет уважать как будто высшие силы или те перемены, которые порой сваливаются по Урану на нашу голову совершенно непредсказуемым образом. Какие-то сюрпризы могут быть. И если вот вы столкнулись как таковыми сюрпризами в период с 22 января по 18 августа, поверьте, в вашей жизни это было для чего-то. И даже если это была какая-то турбулентность или все встало с ног на голову для вас, мои дорогие Овны, но не только для вас, для всех, но в данном случае ваш расклад, это тоже зачем-то было нужно. Уран словно призывает нас быть не только внутренним где-то воином, но перевести вот это состояние внутренней силы в какое-то новое качество одухотворенности, построить новые планы на будущее, новые цели, исходя из того, что уже словно в трансформации какой-то находится. Давайте мы с вами разложим карты. И первые карты – важное событие. Что вот по Урану для вас будет наиболее актуально, проигрывается до конца года, до 31 декабря. Рыцарь кубков для кого-то напрямую личные отношения, может быть предложение, может быть какие-то по рыцарю кубков, все-таки это приятные эмоции, и здесь через эмоции. Может и вопросы работы, когда вы были вдохновлены каким-то внезапным предложением или какой-то внезапной возможностью. У кого-то она могла касаться просто, когда, допустим, вашего руководителя не было на месте, вам пришлось выступить в каком-то ином качестве. Я, к примеру, говорю, но подобную ситуацию вы на любую сферу жизни можете переложить. И вас где-то это отчасти могло вдохновить или открыть какую-то, знаете, как перспективу, обнаружить в себе какой-то интерес в том направлении, о котором вы прежде не думали. Что-то вас, мои дорогие, вдохновило. И вот здесь как будто это должно быть продолжено. Давайте мы узнаем, чем запомнится этот период. Вот принять какую-то возможность и от чего-то не отказаться. Четверка кубков. И именно в этой колоде как будто кубок стоит брать, какое-то предложение соглашаться. Или, мои дорогие, и даже если не было какого-то предложения извне, как будто, то наш внутренний инсайт, вот то, о чем я говорила, мы должны заниматься тем, что нам приносит удовольствие. Где-то слушать собственную душу, собственную интуицию, это будет важно. И не пребывать долго в сомнениях. Какой-то выбор, словно, может быть, вам придется сделать. Что новое войдет в жизнь? Войдет в новое в жизнь то, что зависит именно от вас. Как будто вы на что-то должны согласиться. И это предполагает по Урану, что не совсем здесь мы действовать можем в рамках прежних возможностей или как по старинке, по какому-то, опять же, шаблону. Давайте мы узнаем, каковы неожиданности в принципе могут нас ожидать. Да вот когда мы застрянем в прошлом. По Урану ведь, особенно когда ретро-Уран и в знаке Тельца. Так вот, в Тельце находясь, а Телец у нас любит стабильность, порядок, какая-то своя территория, кстати, у кого-то может проиграться. Это для Тельца все важно. И вдруг появляется Уран, и в момент перехода в обратное движение вот как раз эти сферы у каждого из нас могут быть задействованы. Как
смена какого-то порядка нашего внутреннего уклада, может быть и семейного отчасти уклада, может быть и территории, если мы говорим, у кого-то это проиграется, переезд, и это как будто должно быть осуществлено. Не говорят, что это будет легко и просто, но значит, словно нам по судьбе что-то в себе подобное трансформировать. И если мы застрянем в прошлом, какие у нас тогда будут неожиданности? А вот все те неожиданности, которые будут связаны, когда мы пытаемся что-то удержать или действовать словно по старинке. Вполне вероятно, нам словно пространство может поднести какой-то экзамен и какую-то историю еще раз повторить. И если мы не готовы или где-то противимся им, то тогда мы застреваем вот в такой пятерке кубков. Это сожаление о прошлом, когда мы не видим каких-то возможностей. Вот какие неожиданности. Мы сами себе словно можем что-то застопорить, а в последующем, когда все равно колесо истории развернется и начнутся перемены, мы можем сожалеть, что вовремя чего-то не предприняли. Вот такие могут быть неожиданности. Они не будут в этот период, до конца декабря как будто у вас, но в последующем они вполне вероятно в чем-то проиграются. Давайте мы узнаем, что же будет радовать меня в связи с Ураном, ретро-движение. Может быть, что-то даст подсказку, мои дорогие. Девятка жезлов. Будет радовать то, что вы будете себя до конца декабря чувствовать достаточно ресурсным. Но почему-то эта карта, ведь это стопор где-то, девятка. Несмотря на то, что я сказала про ресурсность, девятка жезлов в колоде Таро иллюминатов, карта великой мощи. Это наша физическая форма, это так или иначе, когда у нас достаточно сил что-то предпринять. Но мы находимся в таком состоянии, когда откликаемся только на две вещи. Первое, когда нам что-то угрожает, и второе, когда нас что-то развивает или дает какие-либо перспективы для нас лично. По этой карте мы не занимаемся тем, что интересно кому-то, как ни странно, а именно больше обращены к какой-то собственной самореализации, то, что мы называем. Когда мы приняли уже те обстоятельства, которые, может быть, изменились вокруг вас, и отстраиваем свое новое качество жизни. Тогда нас будет что-то радовать. Вот конкретно так говорит карта. Что нам будет помогать в этот период до конца декабря? Интуиция, мои дорогие, подсказки собственной души. Тут, знаете, как ваша личность выходит на первый план. Будет радовать, если мы будем отчасти великими манипуляторами, потому что иногда проходит такое значение по карте Луна, что мы должны адаптироваться, и вот то в значении ретроградного Урана, когда Уран нас учит именно адаптации. И я, кстати, очень часто в каждом видео говорю и повторяю, что 2023 год, он сам по себе год адаптации, потому что в 2024 какие-то структурные изменения начнутся. И нам, наверное, правильно вписаться в какой-то новый уклад жизни, в новый распорядок жизни, может быть, с новыми правилами какими-то. Нужно вовремя. У вас очень сильная позиция, мои дорогие овны. И мне, честно говоря, странно, что выпадают такие карты для вас. Для вас продуктивный в планетарном даже событиях период до конца года, это точно. И в последующем-то тоже. Но, видимо, действительно будет зависеть от того, что Овен словно вы должен выбрать душой направление, чем я буду заниматься. Тогда и будут для нас и новые горизонты открыты, и для нас на далекое будущее, на далекую перспективу что-то будет более стабильно, чтобы где-то не попасть под какую-то последующую турбулентность, может быть, 2024 года. Мои дорогие овны, сейчас с чем-то нужно определиться, и выбор этот нужно делать сердцем. Значит, заниматься только тем, что вам нравится. Если говорим про отношения, значит, это должна быть только какая-то искренность, вот и надежность. Для вас вот такой оплот построить на последующий период жизни будет важно, на несколько лет практически так. Давайте мы спросим, что нам может помешать добиться успеха. Пятерка мечей, еще одна пятерка. Посмотрите, пятерка – это всегда недостаток. И если здесь у нас недостаток эмоций, будем говорить, положительных, недостаток самоуверенности, это тоже проходит. А по пятерке мечей это когда, как пирова победа. Вроде бы мы одержали победу, но мы остаемся одни в гордом одиночестве. Когда это бывает? А когда мы настаиваем где-то на своем.
а весь период до конца года для вас будет важна какая-то диалоговая форма. Умение быть скорее серым кардиналом, нежели императором, мои дорогие. Хотя ваша энергия императора, когда хочется настоять на своем. И ваша энергетика взять реванш и пробить как будто, ну, какую-то свою тему, она побуждает вас к чему-то. Может быть, к новым свершениям, как в личной жизни, так и в вашей деятельности. Но карта говорит о том, что мы где-то можем ошибиться или сделать что-то для себя не совсем в плюс, если мы будем настаивать на своем. По пятерке мечей мы как раз ничего не настаиваем. Мы отступаем полшага назад, чтобы не продолжать какую-то дискуссию или спор. Давайте мы узнаем, какие двери будут открыты и лишь какие возможности к нам придут с ретроградным Ураном. Заработать денег или сделать для себя что-то очень хорошее на далекую перспективу. Правда, опять нам говорят про какой-то прогресс. Словно сейчас до конца года, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, вы закладываете какую-то основу, как базу последующих событий, как в плане финансового роста, получения денег, профессионального успеха, или каких-то еще материальных бонусов, как благополучие. И, видимо, этому нужно уделить внимание. Нет для вас, обратите внимание, никаких как будто турбулентностей и внезапностей. Хотя по Луне много еще может казаться непонятным. Научиться слушать интуицию, наверное, вот эта задача тоже для вас будет стоять на повестке дня. И это не совсем то, и не совсем те методы, которыми вы, может быть, привыкли пользоваться. Тут все совсем в другом ключе. Давайте мы узнаем, что я смогу осуществить, что для меня, может быть, окончательно завершится. Какой-то застой вы сможете, вот, видимо, или должны, по крайней мере, прекратить в течение вот этих последующих месяцев. Для кого-то из вас это будут означать вопросы, связанные с здоровьем. Правда, по четверке мечей может проиграться длительное напряжение, которое нас уже где-то уложило в постель. У кого-то за счет усталости это может быть, у кого-то это может быть и другое состояние здоровья. Мы с чем-то должны разобраться. Но карта о чем говорит? Я складываю оружие, раз, и привожу мысли в порядок, два. Вот что я смогу осуществить? Все то, что я сейчас говорила, и хоть это больше похоже на какую-то философию, но, видимо, это ваше внутреннее состояние, которое вы, как любую сферу вашей жизни, должны пропустить через себя и сказать, чего я хочу добиться, хочу я чего достичь. И принять то, что работают совершенно больше какие-то другие методы, диалоговая форма, взаимодействие с людьми. Но для нас это будет только лишь тогда в плюс, когда мы с чем-то определимся, мои дорогие овны. Давайте мы достанем 3 карты, точнее 4. Сентябрь. Верховный жрец. Здесь все развиваться может в каком-то замедленном ритме, и с другой стороны появляться либо возможности, либо сведения, либо информация, которая будет вас наталкивать на то, как вам поступить. Здесь что-то может решаться словно по закону, и от чего-то противиться определенно не стоит. Где-то учиться плыть по тому фарватеру событий, которые будут складываться в сентябре, даст для вас какие-то определенные преимущества. Сам по себе сентябрь, нет какого-то форсажа такого, ну и со знаком минус, и со знаком плюс. По Верховному жрецу у нас здесь все происходит словно размеренно, умеренно, надежно. И вообще чему-то надежному больше уделять внимание, как в отношениях. Если у вас есть какая-то развилка судьбы по личной жизни, так я бы сказала. И то, что касается вашего бизнеса, работы, может быть, какие-то новые возможности грани сотрудничества или закрепление прежних позиций. Что к нам придет в октябре? Тогда какой-то праздник нам в октябре как будто уже обеспечен, благодаря Урану. Но правда, сентябрь с чем-то определяемся. Что у нас будет в ноябре? Еще, видимо, вернет нас вот с этим ретроградным Ураном до 31 декабря, как будто словно предыдущую либо ситуацию. У кого-то это проиграется заново, может быть, какое-то недопонимание, как в отношениях, или, может быть, недопонимание с коллегами по работе,
Вы можете уделять внимание вопросам финансов в ноябре или уже как-то по-новому что-либо перестраивать. Но есть тот недостаток, с которым вы должны разобраться, и он будет где-то на оси отношения финансы, увы. И что же тогда у нас будет в декабре в завершении ретроградности Урана? Шестерка мечей, карта заслуженного успеха. И вот все то, что я сказала, если мы правильные берем ориентиры, или мы делаем правильный выбор и вывод, тогда мы словно уже точно знаем свое направление, в какую сторону нам стоит двигаться, какие отношения развивать, и значит какая-то часть успеха, или назовите это уже каким-то пусть небольшим, но результатом по ретроградному Урану, мы уже увидим, что да, я принял какое-то решение и правильно, и вовремя. Или я приняла решение по поводу отношений, тоже как-то вовремя. У кого-то могут проиграться, кстати, по рыцарю кубков вопросы, связанные с вашими детьми. И это тоже может стоять на повестке дня. Значит, и правильность собственных решений вы уже увидите где-то в декабре. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы и любимы всегда.